Почему в Германии вроде бы есть выбор, а реальное решение принимается далеко не на публике? Кто действительно влияет на решения, когда официальные лица молчат, а проекты задерживаются без ясного объяснения? Канцлер – это лишь одна из фигур в сложной системе. Многие решения принимаются в рамках внутренних согласований и консультаций. По мнению экспертов, ключевые инициативы часто корректируются на этапах обсуждения и согласования, прежде чем становятся частью законодательства. Германия много раз сталкивалась с этим от времен Коля до эпохи Меркель. Сегодня система стала еще более многослойной, и даже такие политики, как Мерц, вынуждены учитывать множество факторов и интересов. Я расскажу, как реально устроено принятие решений в самой мощной экономике Европы и почему сейчас все идет к серьезному конфликту внутри Евросоюза и внутри самой Германии. Шрёдер старался ускорить реформы, но сталкивался с влиянием газовой отрасли и коммерческих соглашений. При Меркель правили формулы баланса. Она была мастером переговоров, но даже она не могла обходить требования европейских фондов, военных советников и тихих юристов, работающих в интересах определенных союзов. Сейчас история повторяется. Мерц – сильная фигура, но даже он не может игнорировать давление, которое ощущается с разных сторон. По информации аналитиков, в процессе принятия решений участвуют также институты, которые формально не подчиняются напрямую правительству, но влияют на темпы реализации и приоритеты. Речь не только о старой партийной бюрократии, система глубже. Некоторые аналитики называют это глубоким распределением власти. Есть кабинеты, в которых не принимают гостей, но откуда регулярно поступают сигналы. Хотя они не представлены в коалициях, их рекомендации учитываются при формировании политических решений. И это влияет на все, от экономической повестки до оборонных решений. Внешне это демократия и голосование. Внутри точный расчет, кто кого прикроет, кто кого подвинет, кто получит контроль над новым пакетом законов. Неудивительно, что многие реформы в Германии сталкиваются не с открытым сопротивлением, а с чем-то менее заметным, но гораздо более устойчивым. Но если у Германии были тени за спиной, то во внешней политике у Франции всегда была одна особенность. Она никогда не играла по общим правилам. Не потому что нарушает, а потому что давно их пишет. Формально Евросоюз создавался как общее пространство решений, но те, кто следит за структурой комиссии, знают, многие процессы начинаются не в Берлине, а в Париже, и часто задолго до того, как тема попадает в публичную повестку. Как рассказывают специалисты, знакомые с внутренними регламентами Европейского Союза, у Франции есть особая инфраструктура влияния. Чиновники проходят одни и те же академии, участвуют в одних и тех же формах, проходят карьеру по заранее прописанному маршруту. Юридическая модель Евросоюза, если кто не знает, во многом строилась по французскому образцу. Поэтому не случайно, что при согласовании директив чаще всего звучат именно французские аргументы. Немецкий бизнес вкладывается в Европейский Союз деньгами, а Франция – кадрами, методами и идеями. Именно поэтому, как сообщают эксперты, Франция успевает первой во внедрении решений, в распределении фондов, в продвижении инициатив. И в это же время Германия при всей своей экономической массе часто вынуждена догонять, финансировать уже принятое, а не формировать повестку. Свою роль сыграли и неформальные каналы, обмены, программы, вечерние сессии без прессы. Те, кто прошел через них, до сих пор работают в структурах Европейского Союза и открывают двери тем, кого знают лично. Это и есть скрытое преимущество Парижа. Просто стратегия, которая действует десятилетиями. И вот теперь становится понятно, кто и как писал правила, по которым играют все. Я думаю, что вы сами заметили, что Евросоюз давно превратился не просто в союз стран, а в огромную фабрику правил. Но вопрос, кто именно эти правила пишет? Официально все проходит через комитеты, дебаты, голосования, но на деле тот, кто первым положил нужный пункт в черновик, часто и задает игру. Согласно словам некоторых экспертов, ключевые нормы Европейского Союза часто формируются не в парламентах, а под влиянием юридических консультантов, задействованных в лоббистических проектах. И именно с помощью таких механизмов и зародилось то, что аналитики называют экономическим доступом в Брюсселе. Если у компании есть юристы, сеть консультантов и свои люди в комитетах, она может не просто предлагать, а внедрять
и результат будет официально оформлен как общая норма. Но по сути это конкурентное преимущество, закрепленное через право. Именно так действовали группы из Франции, Бельгии, Нидерландов. Они не тратили ресурсы на борьбу с регулятором, они стали его архитектурой. Каждый новый стандарт, каждая техдиректива – это не просто бумага, это инструмент перераспределения рынков. Германия в этом процессе шла совершенно иначе. Ставка делалась на стабильность, а не на опережение. Берлин финансировал процессы, следил за прозрачностью, но нередко оказывался в роли догоняющего. Как утверждают аналитики, Германия сама позволила выстроить вокруг себя конструкцию, в которой стала гарантом правил, а не их автором. Именно поэтому за последние годы усилилось давление со стороны немецких компаний. Они требуют не просто участия, а права навязывать свои интересы. И это меняет всю раскладку. Европейский Союз все чаще воспринимается как пространство конкуренции за право предлагать и формировать будущие нормативы. За внешней дипломатией зачастую стоит прагматичный подход с расчетом на экономическую эффективность для каждой стороны. На словах Евросоюз строится на принципах равенства, общий рынок, общие правила, общая цель. Но чем глубже смотришь, тем яснее. Это система, где экономические влияния оборачиваются политическими уступками. Германия – главный донор Европейского Союза. Она платит больше всех, чаще всех и регулярнее всех. Но что получает взамен? Не приоритет, не право вето, не особый статус, а просто один из. Как сообщают источники, знакомые с механизмами распределения фондов, за внешней логикой помощи скрывается тщательно просчитанная матрица. Каждое вложение должно мягко склонять получателя к нужной линии. В теории к общим целям, на практике к зависимости. Франция, например, использовала фонды Европейского Союза, чтобы нарастить влияние в транспортной политике. Создавались платформы, финансировались проекты, под которые потом заходили именно французские подрядчики. Польша обновляла инфраструктуру, но с обязательствами, которые ограничивали маневры в вопросах внешней политики. Италия спасала банки, но подписывалась под программами, координируемыми извне. Германия же вносила все больше и больше, но контролировать потоки не могла. Инструменты были разбросаны, а публичные отчеты сложны для проверок. Именно поэтому часть экспертов заговорили о новой форме трансфера – деньги вместо влияния. Суверенитет он сохраняется на бумаге. Но если страна зависит от потока дотаций, субсидий и бюджетной поддержки, она уже не может говорить «нет» так же уверенно, как раньше. И именно так работает современная модель взаимодействия в рамках Европейского Союза. И те, кто ее выстроил, явно понимали, к чему все идет. И вот тут всплывает главный вопрос. Кто платит и кто в итоге снимает сливки? Как отмечают аналитики, знакомые с содержанием внутренних экономических отчетов, Евросоюз все больше функционирует как система взаимодействия с акцентом на экономическую конкуренцию. Германия в этой системе все чаще выступает в роли донора, при этом не получая той отдачи, которую ожидали десятилетиями. По информации из серии отчетов исследовательских групп, ключевые преимущества от новых нормативных пакетов Европейского Союза получают вовсе не те, кто вкладывает больше, а те, кто успевает быстрее адаптироваться. Французские, бельгийские, голландские компании нередко входят в рабочие группы еще на этапе разработки директив, а немецкие предприятия, особенно из промышленного сектора, узнают об изменениях уже в момент реализации. Именно поэтому в последние месяцы усилилось давление со стороны бизнеса. Представители автопрома, машиностроения и фармы все громче говорят о регулярном перекосе. Нормы, якобы направленные на унификацию, на деле создают дополнительные барьеры. Особенно для тех, кто вынужден перестраивать процессы за свой счет, при этом финансируя общую систему. Как рассказывают источники, знакомые с диалогами в Бундестаге, все чаще звучит идея пересмотреть структуру участия Германии в Европейском Союзе. Не ставить вопрос о выходе. Речь идет о смене механизма влияния. Если Германия главный плательщик, она должна перестать быть последней в очереди при распределении рычагов. Интересно, что эту позицию начинают разделять даже те силы, которые раньше выступали за бескомпромиссную интеграцию. Потому что цифры – это упрямая вещь. И если Берлин вкладывает десятки миллиардов, но его бизнес теряет позиции, возникает очевидный перекос.
Но ситуация может измениться, если Мерц пойдет на шаг, который в Брюсселе вызывает серьезные дискуссии. Фридрих Мерц не просто канцлер, он позиционирует себя как системный игрок, который готов пересобрать старые архитектуры, и Евросоюз в фокусе его команды. Как сообщают источники, знакомые с подготовкой внутренних докладов, Мерц рассматривает модель жесткого участия. То есть суть в том, что Германия не будет просто платить и поддерживать, она будет требовать, причем не абстрактно, а с привязкой к конкретным секторам: энергетика, налоги, климат, оборонные технологии. Речь идет о прямом влиянии на пакеты директив, распределение фондов и процедуры допуска. Модель по сути предполагает: кто платит, тот и управляет. Это вызвало заметный резонанс в других столицах, особенно во Франции. По данным инсайдеров, именно Франция уже начала собирать союзников для сдерживания немецкой инициативы. Именно там считают, что усиление Берлина подорвет статус-кво, на котором десятилетиями строился Евросоюз. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.